Но не отходя темы от НАТО, нам всем обещали, что саммит в Вильнюсе будет многообещающим. Как вы считаете, каких результатов можно ожидать для Украины? Наташа, помните, мы с вами несколько передач назад говорили о том, что я говорил, что Столтенберг, на мой взгляд, останется. Потому что он вполне устраивает, он вполне выполняет свою задачу, он Штатов классный менеджер. И зачем менять коня на переправе? Для Штатов переправа — это все-таки разбор с Россией. Да, собственно говоря, это сегодня важно для многих союзников американских по той причине, что в противном случае их стоимость в мире очень сильно упадет. Они сегодня себе это позволить не могут. После того, что американцы убегали из Афганистана, опять же, это еще до войны у нас на нашей территории, в одной из программ я говорил о том, что если что-то похожее начнется, не дай то бог, то американцы не бросят просто так Украину, потому что для них это смертельно опасно. Тогда они вообще нафиг никому не интересны и не нужны станут. Поэтому они зацепились и в нас, и в нашу территорию, и в солдат, и в офицеров, и в генералов, и в президента. И выпускать сейчас эту тему не собираются. Так вот, Столтенберг остался. Это наше с вами мнение было еще несколько месяцев давности, что менять его не будут. Что касается того, как пройдет саммит. Гадать не хочу, в чем наверняка уверен. Как бы они там ни рассказывали, что они предложат какие-то суперпланы. Полагаю, что Украину они точно не примут в НАТО. Об этом, собственно, уже все сказали. Не нужно им это. Зачем, условно, биту, или орудие какое-то затаскивать к себе домой, когда оно уже в крови, и испачкано и так далее, если можно им махать где-то на территории? Для чего? Так случилось с нашей страной. Что тут сделаешь? Поэтому затаскивать в НАТО они Украину не будут. Президент наехал даже, там все цитируют сейчас его, все СМИ, что он говорит: подождите, время обозначьте, какие-то рамки, какие-то понятия. А так «взагалі по загалях» есть прекрасное выражение украинское, «взагалі по загалях». Полагаю, что будет план какой-то, в котором о чем-то скажут, пообещают, что как только вы закончите и победите, сразу же вы будете приняты. И будете самыми главными почти у нас в НАТО. И даже хотите стать секретарями НАТО. Я думаю, примерно подобный базар будет. Раз, два, очертят определенные грани, рамки, скажут, что мы будем все равно поставлять вооружение необходимое, помогать инструкторски, помогать советами. Это обязательно будет озвучено. В том числе потому, что чрезвычайно выгодно, чтобы война шла, потому что война — это доходы. Сегодня очень важны доходы для них. Потому что мы как-то с вами говорили о том, что их экономика, западная экономика, милитаризируется. Я об нашей, об украинской не говорю, потому что ее нет, по большому счету. Один из членов НАТО, которого вы там показываете, Орбан, он очень четко сказал об украинской экономике. Она отсутствует. Она присутствует только потому, что даются западные вливания, западные кредиты. Так вот, западная экономика все более милитаризируется, и Запад видит сегодня в милитаризации экономики путь ее восстановления. Потому что на самом деле ситуация очень больная. Об этом не говорят, и СМИ перестали писать о том, что происходит у них в банковском секторе. Но стоит об этом писать, об этом уже говорят сами американцы, что процесс запущен, люди вытягивают сбережения, люди не доверяют собственной банковской системе. Когда такое было в Америке? Полагаю, что примерно об этом речь. Полагаю, что не будет подписан документ, говорящий о том, что если, допустим, завтра очередные какие-то снаряды или ракеты в Украину полетят, то тут же вся организация Североатлантического альянса рванет помогать ей. Полагаю, такого не будет. Думаю, наверное, что все-таки НАТО четко назовет Россию врагом. А дальше, как в той сказке, налоги, сборы, процент этого ВВП, мы тоже с вами это обсуждали, потому что вокруг враги, чудовища, они не дремлют, и только ваши налоги помогут нам отбиваться от чудовищ. Я к тому веду, что для своего пипла они примерно заготовку заготовили и будут говорить. Для нашего они будут, это этот ослик вечный с морковкой впереди, куда он там должен идти за морковкой. Этот вечный ослик работает все эти годы, и он еще поработает, судя по всему.